В этом видео мы обсудим вопрос, кто повесил ключ-карты на спину аниматроников в КНЦ Case Animatronics. Сразу хочу сказать, что не в расширенном формате мы уже обсуждали этот вопрос в предыдущем видео. И слева наверху вы можете увидеть это видео, поэтому заходите и посмотрите. Заранее спасибо. Итак, начинаем. Первая моя теория заключается в том, что ключ-карты были с самого начала повешены, но мы их не видим. Смысл этой теории в том, что это все был сон, который был невероятно правдоподобный. И почему бы тогда и пробуждение было сном? Ведь подумайте сами, на протяжении всей игры удачно нужные ключ-карты находились там, куда нас руководил голос телефона, Скотт Диджер, и все карты были поодиночке. То есть к определенной двери есть именно одна ключ-карта, и это очень странно. И не было ни одной двери, для входа в которую нужна была карта, и которой не было в здании. Можно, конечно, сказать, что эти карты подложил сам Скотт Диджер, но это невозможно, ведь он хакер и маньяк, и он вряд ли каким-нибудь способом попал в полицейский участок, разложил все ключ-карты и пропал без следа. Так что одна из теорий это, что все это был сон. В прошлом видео я сказал, что Эмма не может контактировать с внешним миром, ведь она призрак, а даже если могла, то не хотела бы помогать Бишопу, ведь именно из-за него она умерла. Однако подтверждение тому, что она знала, что именно из-за Бишопа она умерла, нету. То есть, скорее всего, она даже не знает, что умерла из-за главного героя, за которого мы играем. И еще очень странный факт того, что она находится в участке. Призраки и духи обычно привязаны к тому месту, где умерли, а не где они захотят. Поэтому, возможно, именно она развесила эти самые ключ-карты на спину аниматроников. Однако, скорее всего, это не так, и сейчас вы узнаете почему. Наверное, это самая логичная и правдоподобная теория. Весь смысл теории в том, что аниматроники сами смогли надеть на себя эти карты, ведь ими не они же управляют, а Скотт. Внутри аниматроников, возможно, есть пустошь, в которой могли изначально лежать ключ-карты, но это звучит неправдоподобно. Спросите почему? А потому что Скотт в конце игры собирается убить Бишопа, уже не играясь и не поддаваясь, и он бы не повесил бы на аниматроников то, что буквально отвергает его идею убийства Бишопа. Поэтому третья теория, скорее всего, также остается неправдивой, но самой логичной и реальной из всех. Переходим к следующей теории. Сова, третий аниматроник, которого мы встречаем во время прохождения игры. Ее прикол в том, что она может телепортироваться, и это просто уничтожает всю реалистичность игры. Кейс пытается быть реалистичной, мол так, чтобы это все могло произойти в реальности. Но Сова все портит. Но так, сама теория. Мне кажется, что Сова подставная. В конце игры, когда все аниматроники отключаются, Сова просто пропадает с карты. Может быть, что Сова это не просто аниматроник, а что-то больше. Скотт в одном из своих монологов рассказывает, что Сову он создавал сам, говоря нам фразу «Похоже, ты познакомился с еще одним из моих творений». И это доказывает то, что изначально Сова была обычным аниматроником, как и все, но позже она, возможно, имеет душу одного из убитых, что можно увидеть во второй части кейса. И поэтому она может телепортироваться. И она могла повесить карты на спины других роботов. А сама она, то заходя Бишопа в комнату архивов, управляла Скоттом, так как ее цель была убить нас. На этом моя шизотеория заканчивается. Надеюсь, вам понравилось мое медленное сошествие с ума. Поэтому советую ставить лайки, подписываться и самое главное, написать в комментариях, какая вам теория больше всего понравилась. Поверьте мне на слово. Когда я вижу комментарии под видео, мне нереально интересно прочитать его. Просто поверьте, какой это кайф. А так, еще советую в ТГК зайти, а то я что, зря посты выкладываю.